Всем привет! Меня зовут Вика. Давайте посмотрим новый расклад Таро для мужчин. Почему она в тупике? Как всегда, настраивайтесь на расклад. Для энергообмена ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И смотрим, в каких энергиях вы пребываете. Здесь проигрывается очень четкая ситуация, когда идет разрушение любви, потеря любви. Именно акцент на любимом человеке, на любимой женщине. Это разрыв семьи, разрыв отношений, да. Причем это была любовь по-настоящему искренней, чистой и большой, по крайней мере, с вашей стороны. Эти отношения, которые, знаете, вот привели вас на какой-то период времени вообще в такое состояние, которое, ну, я даже не знаю, вот каким словом описать, да, у всех это будет проигрываться абсолютно по-разному, но это может быть апатия, у кого-то депрессия, у кого-то вообще нежелание ничего делать, да, когда ты лежишь и смотришь в одну точку. Опять же, кто-то сейчас из вас находится в таком состоянии, некоторые уже вышли из него. Могут быть еще какие-то отголоски. Это могут быть какие-то, знаете, вот такое, ну, смотрите, допустим, отношение к женщинам настороженное. Это может быть недоверие к женщинам. Это может быть у кого-то озлобленность вообще чуть ли не на весь женский род, поскольку вам сделали в свое время очень больно. Я еще раз повторяю, что это не касается абсолютно всех, да, потому что расклад общий. У каждого будет, конечно же, по-своему проигрываться, но то, что довольно тяжело вам дался этот разрыв, это однозначно. На данный момент я не вижу у вас какой-то женщины новой, я имею в виду женщины новой любви, которая по-настоящему задела бы ваши струны души. Я не вижу, знаете, особой даже охоты вступать в новые отношения. Вот вы взяли на какой-то период паузу. Я бы сказала, это пауза в личной жизни. У кого-то эта пауза затянулась, у кого-то это вот очень четко у нас по дьяволу, да, это могут быть чисто романтические отношения, ни к чему не обязывающие такие, ну, для здоровья, для развлечения, может быть, у кого-то еще проигрывается. Так, что еще? У вас жизнь абсолютно началась с чистого листа. После вот разрыва это абсолютное обнуление вообще всей вашей жизни. Да, оно далось очень непросто. Да, это тяжелый период. Но в принципе я вам скажу, что вы с этим и справились, и справитесь, кто еще находится в таком вот положении. Это будут вам такие, знаете, своего рода уроки, как и что делать в отношениях. Некоторые из вас поймут свои ошибки, сделают работу над ошибками. Кто-то поймет, как можно делать с женщинам, поступать, да, вот как можно, как лучше не поступать, да, может быть, вы понимаете, что вы где-то залюбили свою женщину, где-то вы слишком сильно в ней растворились, да, вот такие моменты, вы просто, может быть, ее разбаловали, вот в таком ключе. Поэтому вот эта ситуация, которая возникла в вашей жизни, она очень многому вас научила. Сейчас, вот знаете, вы в таком положении находитесь, когда своего рода вам и плохо, вот морально плохо, одиноко, я бы сказала. Но вы, тем не менее, смотрите все равно, пусть где-то глубоко в душе, но вы смотрите с надеждой в будущее, да, вот вы надеетесь, вы ждете какого-то такого, знаете, ну, подарка судьбы, что ли, вот в позитивном ключе. Хочется позитивных перемен, но такое вот апатическое настроение, когда особо действий никаких предпринимать не хочется. Итак, давайте смотреть, какая женщина пришла сегодня к нам на расклад. Женщина, о которой вы, ну, довольно много чего не знаете. Женщина, которая вам изменила. С женщиной, которой у вас ваша история любви закончилась. Вот ваша история любви.
из-за которой вы стали глубоко одиноким на какой-то период, да, можно сказать, даже почувствовали себя глубоко несчастным из-за этой женщины. У некоторых может проигрываться даже, что это вот ваша распрекрасная женщина из прошлого. Она занималась, либо же сама магией занималась, либо ходила к женщинам, каким-то бабкам, которые владеют магией. Это тоже проигрывается. Вы считали эту женщину судьбоносной, вы возлагали очень много надежд на эту женщину. Она вас укротила, но укротила до такой степени, да, что иногда вот у вас могли возникать мысли, что вот, ну как вы могли позволять себе так к себе относиться. Да, это может быть уже сейчас, вот после разрыва у вас возникают такие мысли. Но знаете, вот настолько она вас укротила, вот такое ощущение, что она бразды правления либо же взяла вот тогда в вашей семье, в ваших отношениях, либо она пыталась вот подавлять вас, она пыталась вами командовать, заправлять вообще всеми делами, все держать под контролем. Ну, очень такая, ну, неприятная особа, вот я вам скажу честно. Человек очень неискренний, человек двуличный. Если кто не знает, то она довольно двуличный человек. Много чего она вам не рассказывала. Причем может даже проигрываться ситуация, вот, простите, особенно у кого есть дети, может проигрываться ситуация, что ребенок может даже быть не ваш. Я никого не хочу пугать. Но у кого есть такие спорные моменты, то, в принципе, ну, как бы тест ДНК никто не отменял. Потому что, ну, человек очень и очень такой скрытный, очень такой, знаете, но она как бы в маске. Очень часто она с людьми общается, ну, чуть ли не маски одевает, и каждый раз это разная маска, смотря какая ситуация. Итак, давайте смотреть, как она сейчас живет, коротко, да, потом посмотрим основной наш вопрос, исходящий из этого всего, почему же она в тупике. Как она живет, эта женщина сейчас? Живет не сладко, очень надеется на большие деньги. Она любительница больших денег, она любительница красивой жизни, она любительница обеспеченных мужчин и все, что с этим связано. Но сейчас я не вижу у нее абсолютно счастья в жизни, я не вижу рядом надежное, сильное мужское плечо. Она вот я эту карту люблю, почему? Вот она у меня, знаете, ассоциируется с фразой «спасите, помогите», да, вот караул просто, вот у нее сейчас в жизни вот своего рода караул, именно вот в финансовом плане караул. Она, пока вот вы жили вместе, она с вас доила, она много чего требовала, да, это могли быть подарки, деньги, там, какие-то поездки, то есть у каждого это свои хотелки. Но сейчас у нее доить некого, я не вижу. Вот посмотрите, она даже старается как-то вот искать мужчин таких, которые, они не придут к ней с пустыми руками. Они всегда должны прийти либо с подарком, либо с денежкой, но с чем-то пожаловать. Это человек, который выбирает мужчин именно по выгоде. Это женщина, которая очень любит такие, вот знаете, приятные сюрпризы. И вот почему-то я смотрю, из расклада в расклад у нас все чаще выпадает, что она очень любит, ну, таких вот молодых довольно парней. Ну, по крайней мере, моложе нее мужчин она стала выбирать. Почему она так действует? Давайте проверим. Закрытая карта. Не хочет она даже, чтобы мы рассекретили ее. Смотрите. С молодыми парнями у нее не получается. Она очень хочет даже выйти замуж за более молодого мужчину, за обеспеченного мужчину и жить в абсолютнейшем шоколаде. Женщина, у которой абсолютно не получается охомутать, да, вот для серьезных отношений такого вот молоденького, да еще и обеспеченного буратино. Поэтому вот у нее сейчас такая, ну, печалька в жизни. Вот как-то у нее личная жизнь вообще подвисла. Я не вижу даже особо, ну, даже для любовных утех какого-то такого стабильного мужчины в ее окружении. Вот реально у нее сейчас такая
знаете, ситуация, когда спасите, помогите. Причем вот ей плохо. Почему ей плохо? Давайте уточним. А нет подарков, нет вот этих вот головокружительных эмоций ухажеров, нет каких-то, вот знаете, богатеньких буратин, которые будут вот так вот ей ставить эти вот подарочки, делать сюрпризы, да. Вот она себя сейчас вот очень одиноко чувствует, очень такой несчастной и ненужной. Человек, который, знаете, вот у меня идет такая информация, что она вот реально за что боролась, на то и напоролась. Человек, который вообще, ну как-то, ну глубоко несчастный. Глубоко несчастный. Плюс ее даже ночью одолевают кошмары, и все это из-за любви. Вот нет у нее счастья. Хорошо. Основной, в принципе, вопрос, вот сейчас давайте уточним, хотя, в общем-то, из этого он и вытекает. Почему она в тупике? Вот она, видите, она как слепой котенок. Она не видит, куда она идет, она не знает, как будет дальше складываться ее личная жизнь, потому что, ну, финансов особых нет, она много не зарабатывает, я не вижу особых таких денег у нее. Она не привлекает на длительный период мужчин. Мужчины как-то вот у нее не задерживается. Да, она там периодически прыгает по жезлам, но это так очень скоротечно все. И сейчас она реально в тупике, да, вот эта карта нам очень четко говорит, да, вот как слепой человек вот в темных очках, она идет, но не знает куда, она не знает, как сложится завтрашний день, она не знает, будет ли у нее вообще личная жизнь и семейное счастье какое-то. Причем ее сейчас вот одолевают больше негативные мысли. Вот она в таком настроении, причем, смотрите, она повернулась вот своими мыслями, так сказать, она повернулась, она ностальгирует о прошлом. Если другие люди, может быть, да, вот в таких случаях, они все равно могут там с надеждой на будущее, вот все равно прорвемся, да, я найду себе там кого-то. Это же нет. Вот она реально ностальгирует. Человек, который все больше вспоминает прошлое, свою прошлую жизнь, что она вспоминает, кого она вспоминает все больше вас. Вот она пришла в этот тупик, свой жизненный тупик, и она очень хочет, чтобы вы, как сильный мужчина, да, вот, который были в ее жизни, она хочет, чтобы вы пришли, вот, да, сдвинули этот тяжелый камень и помогли ей. Но это всего лишь ее мечты. Понятно, что этого вы делать не будете. Она это понимает. И она вот в таком жизненном тупике оказалась, что не знаю, что делать, куда бежать и вообще кто мне поможет. Бумеранг в действии, стопроцентный бумеранг. Поэтому вот я не вижу, чтобы она, знаете, абсолютно была счастлива. Ей очень хочется, посмотрите, ей очень хочется быть снова королевишной, ей очень хочется получить такого самодостаточного, статусного мужчину, заполучить, да? Но пока я этого не вижу. Вот вы предстаете у нее именно таким вот мужчиной, но вы мужчина из прошлого. Она понимает, что назад дороги нет, что ничего не вернешь, но вот именно на уровне мечтаний, каких-то хотений, да, она еще допускает, что, может быть, вы придете, спасете, поможете, но опять же, она шагов не будет делать. Она не примчится, она помощи не попросит, она будет ждать каких-то шагов от вас. Хорошо, каких шагов? Каких шагов будет она ждать? Ну, понятно, что вы постучите в ее дверь и предложите свою помощь, да, она даже не исключает, что вы можете прийти с предложением помириться, что вы придете с предложением, давай попробуем вернуть, да, вот начнем сначала, может быть, там еще любовь сохранилась и так далее. Но этого не будет, она этого не дождется абсолютно. Нет, вы ее что-то, если бы даже, знаете, вот если бы случилось чудо, и она пришла и предложила вам вернуться назад, вы бы ее очень четко и очень резко обрубили. Ну, в каком плане? Обрубили, поставили на место и четко поставили точку, да, хотя точку вы уже давно, в принципе, поставили. Но вы бы четко так как-то такой фразой, может быть, отрезали ее.
не стали бы даже слушать и вникать в вот эти ее предложения помириться, потому что уж слишком сильно вам дался этот разрыв, слишком болезненно и морально, и физически. Поэтому даже если бы произошло такое чудо, вы все, вы ее закрыли навсегда, вот блок поставили, да, такой психологический, назад дороги нет. Поэтому она сейчас и находится в тупике, она не знает, что делать, куда бежать, новых ухажеров стабильных нет. Вы тоже не предлагаете особо свою помощь, не возвращаете ее, не ползаете там на задних лапках, грубо говоря, перед ней, да. Поэтому у нее такой вот жизненный тупик. Ну, за что боролась, на то и напоролась. Вот такой был расклад. Кому понравился, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал, делитесь видео с друзьями. И всем пока!